Закатывание моноколеса по лестнице. Друзья, с вами Паша Клымок, снова на канале, снова о моноколесе и не только. И в сегодняшнем ролике речь пойдет о такой, я бы не сказал проблеме, а возможно удобстве, как закатить моноколесо, ваше моноколесо по лестнице, будь то подъезда, будь то просто подъем куда-либо. И прежде чем мы перейдем к сути, хочу первое поблагодарить всех и каждого, кто дает фидбэк в комментах, неважно какой это, может быть просто плюсика, может быть полноценные мысли вас, кто подписывается и, конечно же, кто ставит палец вверх, потому что это все помогает для продвижения канала. Небольшое вступительное слово, чтобы вы понимали, что дальше будет происходить в видео. Факторы, которые влияют на закатывание моноколеса, их всего 4. Первый фактор, который напрямую влияет на возможность и легкость закатить ваше моноколесо по ступенькам вверх, это его диаметр, это его размер. Чем меньше диаметр, тем хуже, тем труднее закатывать колесо. В идеале диаметр колеса должен быть хотя бы от 16, 18 и больше. С меньшим возможно, но будет намного сложнее. Второй фактор, который влияет на закатывание колеса, это давление. Давление в вашей покрышке, в вашей камере. Чем больше давления, тем в принципе закатывать сложнее. Почему? Потому что если у вас давление там под 3, то ваше колесо, оно становится дубовым. И схватиться зубьями, назовем это так, за край ступеньки колесу становится сложнее. Но это все равно, что, знаете, все равно, что взять какую-то гладкую поверхность и попытаться ее притереть к чему-либо. Следующий фактор, который тоже немало влияет, это рисунок вашего протектора. Если это какой-то сликовый, конечно, он будет закатываться сложнее. Если это какой-то грунтозацепы какие-то для бездорожья, он может закатываться намного легче. Завершающий фактор – это ширина вашей покрышки. Чем она тоньше, тем сложнее колесу будет зацепиться за край ступеньки. Мое колесо Kingsman 18L, ширина 3, и поэтому, возможно, из-за этого мне плюс-минус как-то легче закатывать его. Следующий момент, который хочу озвучить, есть два варианта адептов, которые закатывают колесо. Вариант первый. К первым адептам относятся люди, которые закатывают его с выдвинутой ручкой. Второй вариант с задвинутой ручкой. Первый вариант, он легче, но опаснее для колеса, для ручки, для телескопа. Второй вариант с задвинутой ручкой, он немного сложнее, но более безопасный для телескопа, для самого колеса. Какой выберете вы, решать вам. Поехали к видео. Первое видео — подъем за ручку, и как вы видите, если присмотреться к руке, то рука у человека стоит в задней части ручки, то есть он, как бы, так сказать, толкает. Суть вот того, чтобы толкнуть колесо на ступеньки. Аналогично и в InMotion. Мотора, в принципе, хватает, ступеньки пониже, но за ручку оно прекрасно поднимается, несмотря на свой вес. Тут колесо чуток подпрыгивает, просто из-за того, что райдер тянет колесо вверх, поэтому оно немного ведет себя так. Итак, а теперь на примере моего колеса KS18L. Если вы присмотритесь, то я не держу его совсем за ручку. Я его толкаю сзади рукой, подталкиваю, назовем так, и левой рукой придерживаю, чтобы оно просто банально не завалилось на бок. Суть этого метода, чтобы его легче было понять, представьте, что вы толкаете велосипед по пляжу или колесо по пляжу. Вот ощущения те же самые. То есть вы просто встали и толкаете в песке колесо, подталкивая его сзади. Вот все то же самое. Или представьте, что вы, допустим, толкаете колесо по ровной поверхности. Просто не смотрите, что оно движется вверх. Мотор сделает, движок сделает за вас всю работу. Вот аналогичные ступеньки, но чуть-чуть выше. Предыдущие были в 2 раза ниже, эти чуть повыше. Это для тех, кто говорит, что на более высокие ступени колесо просто не будет подниматься. Вот пример по подъезду. Тут у нас
гладкие ступеньки. Если вы посмотрите на маркировки на покрышке, то видите, с какой скоростью прокручивается колесо. Видите, желтенькая маркировка на самой покрышке сбоку. То есть я толкаю, и она сразу сантиметров на 10-15 прокручивается из-за того, что колесо не может вгрызться в край этих ступеней. Чтобы оно вгрызалось, нужно просто толкать его сзади. Я не могу этого сделать, потому что одной рукой я держу камеру, а второй рукой я держу, чтобы оно не упало ни влево, ни вправо, и толкаю его вперед. Вот аналогичный пример, так сказать, замедленного действия. Без всяких прокруток медленно можно поднимать колесо без абсолютно никаких нагрузок на спину, если вы его тащите за руку. Тут аналогично, толкаю его одной рукой сзади, чтобы оно поднималось вперед, отрывается от земли, хватается зубьями, рисунком, протектором за край, и все пучком. Ускоренный вариант без каких-либо напрягов, поднимая по несколько раз, допустим, на 4-й этаж. В моем доме это колесо 22-25 килограмм, 24 килограмма. Я думаю, что желания бы его покупать, скорее всего, не было. А так оно заезжает, как видите, без монтажа, без ускоренного, без замедленного действия. Оно заезжает, по сути, само. Вот еще один вариант аналогичного заезда. Как видите, проблем с заездом колеса даже вот в таком формате нет. И повторюсь, что может заезжать с выдвинутой ручкой, но в этом случае нагрузка, немалая нагрузка идет на ваши телескопы. Поэтому, ну, я думаю, что не упадет с нас с вами корона, если мы преклоним голову и не будем нагружать ручку, а так в буквой «зю» затолкаем колесо по ступенькам вверх. Тем более это не каждый день, не каждую секунду, это может быть там пару раз в день или один раз в неделю происходит, где нету съездов. А так моноколесники в принципе знают везде все свои съезды. Я знаю, что некоторые даже отключают датчик поднятия колеса, и в этом случае закатывание, ну, это спасение, так сказать, на все 100. Друзья, собственно, вот такой вот видос получился, незамысловатый, не длинный. Я думаю, что представление о закатывании колеса вы теперь имеете. Как вы будете поступать с выдвинутой ручкой или задвинутой, решать только вам. Пробовать советую всем и каждому. Если он помог хоть на чуточку вам понять специфику, обязательно палец вверх, обязательно дайте фидбэк какой-то в комментах. Ну и если, конечно же, вам не интересна тема моноколеса, можете не подписываться на канал. С вами был Паша Климик. Всем до новых встреч в новых видосах.